Ну что, друзья, закончили мы воронить наш пневматический пистолет МП-654К. Промыли его, просушили, обработали маслом, протерли, собрали. И вот такой оконечный результат у нас получился. Давайте посмотрим его внешний вид сначала. Вспоминаем, в каком состоянии была рукоятка. Владелец пытался это дело обработать, видимо, какой-то болгаркой, но неважно. Вот так вот нам удалось его привести в порядок. То есть без накаточки теперь нет, и у него внешка как у боевых прототипов или сигнальных, или охолоченных. Так, ЗЗ, рычаг предохранителя, скоба, спусковой крючок, курок, целик. Так, правая сторона. Сейчас фокус, секундочку. Тыльная сторона. То есть все грани были отполированы, отшлифованы, приведены в порядок. Так, правая сторона. Так, смотрите, на видео он кажется кипельно-черным цветом. Из-за того, что у меня на столе светодиодные лампы, его отливает только черным вороньим таким вот крылом. На самом деле при дневном освещении он имеет серовато-графитовый такой вот отлив, приятный, необычный, в отличие от заводских. Фокус, дульный срез. Так вот у нас выглядит. Ну все, с внешкой понятно. Теперь что касаемо тюна. Да, пяточка. Чуть-чуть скруглили мы. Можно было сильней сделать практически как круглое, но владельцу было как бы неважно этот момент, хотя это можно было сделать. Главный тюн пневматического пистолета, в основном все это в голове магазина происходит. Что было сделано? Сейчас покажу вам такой же клапан расточенный, который установлен сейчас в магазине. Вот расточенный клапан, отверстия выпускные клапана расточены. Вот это для примера заводской, стоковый. То есть не нужно стараться расточить по максимуму, потому что ламели станут тонкими, и при ударе курка по штоку, шток может замяться вперед. Я их растачиваю самостоятельно. Вы же, если у вас нет приспособлений каких-либо, там гровер, дремель, чем вы можете это аккуратно сделать, вам советую просто приобрести на просторах интернета, в интернет-магазинах можно купить, даже есть титановые. Причем, помимо всего прочего, он чуть-чуть длинней. Не знаю, насколько врать не буду, он длинней, и то есть он ближе прикасается к шару, когда шар находится в подавателе магазина, в голове магазина, и он ближе находится, и тогда газ не идет вниз в шары в подаватель. По максимуму газ идет в сторону ствола. Так, понятно. Расточенный, то есть большая порция газа выходит при выстреле. Плюс ко всему, там стоял точно такой же обтюратор. Фокус. Да что такое? Ребят, не знаю, фокус не может поймать. Я расточил до 5 мм. Так как внешний диаметр стенки 6 мм, можно смело растачивать до 5 мм. То есть мы увеличили объем газа в самой камере магазина. Это понятно. Ну и, соответственно, у него не было самого клапана, пружины, седла клапана и шайбы не было, которая подпирает переднюю уплотнительную резинку. Все это дело мы новое поставили, купили, все. Сейчас он выдает 142 метра в секунду. Что было дополнительно сделано с самим пистолетом? Был установлен гладкий стволик с дульным срезом в 9 мм. То есть там внутри резьба М9 шаг 1. Для чего?
Ну, давайте по поводу этого мы позже скажем. Он гладкий, и то есть он калиберный, шарик идет очень плотно по каналу ствола, и газа максимально действует на шар при выстреле, не просекается между шаром и стенками самого ствола. Так как в этом пистолете изначально стояла гайка ствола нового образца, хотя здесь должна быть другая, полнотелая, видите, она пустотелая, и у нее нет проточки под установку второпластовой прокладки этой трапеции, которая. Поэтому была установлена второпластовая прокладка, так называемая Т-образная, которая устанавливается вот этой узкой частью вперед. Сейчас я на пистолете покажу. Каким образом это происходит? То есть стволик, если вы даже не меняете, стволик чуть-чуть откручивается миллиметра на 2. Вкладывается эта прокладка и какой-то, не знаю, там отверткой, не знаю, плоской частью все это дело задавливается. После этого, вот она уже установленная. После этого вставляем магазин, ничего нам не мешает, и затягиваем ствол. Затянули ствол, можно проложить что-нибудь, чтобы его не поцарапать, свое покрытие воронения. Затянули это дело, и плюс ко всему, так как будет использоваться здесь насадочка для стрельбы сигналом охотника, я еще накернул, чтобы ствол не вывинчивался самостоятельно. И с этой стороны. Слегка, сильно бить не надо, просто чтобы он его зафиксировать. То есть теперь у нас вместе перепуска головы магазина и стволом практически нет зазора. Все плотно, газ отсюда не высекается. Плюс ко всему, для чего именно второпластовая прокладка? Она сама по себе несет две функции. Во-первых, она уплотняет место перепуска, во-вторых, она центрует шар при выстреле, потому что если у вас голова магазина без гужона и регулировки центровки шара, есть такие головы магазина, у которых здесь в этом месте спил плоский, да, торец, и установлен гужон для регулировки и центровки шарика. В этом случае у нас его нет, поэтому нам помогает второпластовая прокладка при выстреле его отцентровать, чтобы шар при выстреле не стукался об стенки ствола. То есть шар уже полетел ровненько и не тормозил его. Это разработки и стволик, и второпластовой прокладки. Это все от Петра. Найдете в интернете, у него есть видео, как это все делается. Если у вас гайка ствола стандартная, и у нее есть, ну тут нет у меня гайки ствола с проточки, и у нее есть проточка, и эта второпластовая прокладка имеет другой вид, она пирамидкой, тогда она своей широкой частью, узкой вверх, широкой вниз, туда упрессовывается. И тоже несет такие же функции. Она центрует и уплотняет перепуск, место перепуска. Для чего этот стволик, вернее, для чего нужны резьбовое соединение на этом стволике? Существует такая интересная приблуда, так называемая мортирка, для запуска сигнала охотника. У нее резьба шаг 9, М9 шаг 1. На самих гильзах сигнал охотника гром или бам имеется такая же резьба. По идее, многие скажут, зачем покупать эту приблуду, можно вкрутить и производить стрельбу прямо из пистолета. Настоятельно это не рекомендую делать, так как шарик при вылете ударяется, надкалывает капсуль, рикошетирует и бьет по дульному срезу. И на обечайке кружали, вот там, на обечайке ствола появляется задир, и пистолет стреляет очень косо. Прямо реально косо, на 5 метрах стандартный лист даже не сможете попасть. Поэтому используется мортирка. В мортирке же есть вот такая вот как бы пирамидка, трапеция.
как правильно сказать. Шар вылетает, бьет по капсуле и не возвращается в ствол. Почему она двусторонняя? С этой стороны мы вкладываем. Давайте мы его прикрутим. Мортирка прикручивается без усилий. Просто докручиваем до конца. Затягивать рукой сильно не надо. Просто прикрутили, все, наживили. Она дальше не крутится. Вкладываем. Производим выстрел. Произошел выстрел, ракета улетела. Зачастую гильза вылетает вместе с ракеткой. Нет, просто его выкинул. Но в силу того, что есть сигналы охотника в алюминиевой гильзе, у этой мортирки есть другая сторона. Они по размеру разные. Сильно отличаются. У этой мортирки есть другой способ установки. То есть мы видим две проточки, в которые установлены резинки. Попробуем сейчас сфокусироваться. Видно. И тогда мы ставим эту гильзу, она меньше, алюминиевая гильза. Ставим ее, плотно вдавливаем, и у нас гильза тогда не вылетает. И сюда же ставится тоже БАМ, баллон аэрозольный малый. Посмотрите в интернете, поймете, там 4 или 7 грамм перечной жижи, я не в курсе, не уточнял. И точно таким же образом, стреляя, шарик влетает, бьет по капсулю, струя вылетает так прилично на 5 метров, а в тихую погоду и до 7 метров струя этой перечного заряда поражает стандартный лист. То есть, ну вот все вкратце, что я хотел сказать. Да, многие могут сказать, 150 метров, это мало. Я в интернете читал, я в интернете видел, мне говорили, что можно разогнать до 180, до 220 метров в секунду. Да, я не спорю, это можно сделать. Дополнительно в подаватель ставится трубочка обтюлирующая, чтобы газы при выстреле максимально все шли в сторону ствола, а не сифонили в сторону шаров. То есть шары плотно идут вот в этом месте, их 3-4 штуки получается, да, раз, два, три. Четвертый уже на вылете. Можно было сильнее расточить выпускные отверстия клапана, можно было сильнее рассверлить голову магазина, саму камеру. Но дело в том, что, поговорив с заказчиком, объяснив ему, что чем больше порция газа будет вылетать, чем больше объем газа будет тратиться, тем меньше вы можете произвести выстрел. Он попросил меня: остановись, Дмитрий, я хочу, чтобы он у меня выдавал более 100 метров и более 120 метров. Я его сделал 140, он выдает. То есть первые 3 магазина постепенно скорость падает до 100 метров. То есть четвертый магазин, только лишь четвертый магазин выдает 100 метров в секунду, как в стоковом состоянии, если вы достали пистолеты из коробки из магазина. То есть вот такая вот история. Какие-то будут вопросы, задавайте в комментариях под данным видео. У меня есть канал, ссылку давать не буду, просто наберете Мичман Стилинг, там есть чуть-чуть видео, можно посмотреть для эрудиции, если вам интересно. Все, с уважением, ваш админ Димсон. Всем привет, задавайте вопросы, буду рад ответить.